С лета прошлого года мою бывшую службу поставили решать, что вы увидите в интернете, а что нет. Я бывший сотрудник второй службы ФСБ. Именно эта служба с прошлого лета управляет блокировками Рунета. Структуру и логику принятия решений своей бывшей организации я знаю изнутри. Разберем, что происходит на самом деле и почему официальное объяснение не совпадает с тем, что построено технически. И прежде чем пойти дальше, если это первое мое видео, которое вы смотрите, я показываю эту систему не со стороны, а изнутри, потому что сам в ней проходил службу. Подпишитесь на канал, новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите в ленте. И еще у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании, там я разбираю текущие новости и политику. Делюсь личным мнением, и там же можно написать мне вопрос, отвечая сам по мере возможности. Начнем с того, что почти никто не заметил. Хотя это одна из самых важных кадровых перестановок последних лет. С лета 2025 года контроль над блокировками Рунета и борьбой с VPN перешел к второй службе ФСБ. Это не техническое подразделение теперь решает, что вам доступно, а служба другого профиля. Та же, что курирует политический экстремизм и работу с оппозицией. Возглавляет это направление Алексей Седов. По данным ряда независимых источников, эти полномочия он получил после личной встречи с Путиным. Это принципиально меняет картину. Раньше вы могли думать, окей, блокировки — это Роскомнадзор, техническая контора, которая просто исполняет закон. Теперь это структура, которая по своей природе занимается не техникой, а людьми, их связями, их взглядами, их окружением. Я работал в этой службе, и когда такая служба берет под контроль инфраструктуру, с которой ежедневно соприкасается вся страна, вопрос не в том, заработает ли фильтрация, вопрос в том, кто и зачем будет решать, что именно фильтровать. И вот факт, который делает эту концентрацию полномочий буквальной, а не образом. В феврале этого года подписан закон, обязывающий операторов связи немедленно прекращать оказание услуг по требованию ФСБ. Без решения суда. Отключить конкретного человека от связи теперь можно одним требованием, без разбирательств. А теперь сравним, что говорят официально, с тем, что происходит по факту. Официальные причины блокировок звучат разумно и меняются в зависимости от момента. Защита от беспилотников, борьба с мошенничеством, суверенный интернет как вопрос национальной безопасности. Каждая из них по отдельности звучит действительно логично, но масштаб не соответствует ни одной из этих причин в отдельности. К концу февраля этого года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 сервисам обхода блокировок. Для сравнения, осенью 2025 их было 258. Рост почти вдвое за полгода. Apple по требованию регулятора удалила из российского App Store 1213 приложений. За 2025 год абсолютный мировой рекорд для одной страны. В конце мая этого года по всей стране одновременно легли прокси-серверы Telegram независимо от оператора и региона. Ни защита от дронов, ни борьба с мошенничеством не требуют блокировки тысячи с лишним приложений и постоянного давления на различные протоколы шифрования. Это не точечные меры против конкретной угрозы, это система перестройки всей архитектуры доступа. И вот здесь возникает вопрос, который почти никто не задает. Почему давят именно на VPN, а не просто отключат заблокированные сайты полностью? Чтобы это было не абстракция, а конкретная картинка, простая история. Василий заходит в интернет обычным вечером, без VPN, просто открывает браузер, читает про недавно объявленную акцию «Напиши письмо Юлии Навальной», заходит на сайт, где указаны контакты и висит объявление о проведении акции, затем переходит на почту и оставляет сообщение. «Я вас поддерживаю, я ваш сторонник». Ему кажется, что это просто личное мнение, ничего больше. Но с конца ноября прошлого года структура, связанная с фондом борьбы с коррупцией, официально признана в России террористической организацией. До этого, с 2021 года, она считалась экстремистской, но статус ужесточили. Хотя всем понятно, что ФБК и прочие оппозиционные структуры не террористы и не экстремисты. А все это делается только для того, чтобы сделать поддержку таких организаций токсичной и начать репрессии против их сторонников. И оперативник, который через СОРМ видит, что конкретный абонент зашел на этот сайт, а затем перешел на почту, а значит, скорее всего, оставил там сообщение поддержки, видит все это без всякого труда, потому что в этот вечер Василий VPN не включил.
Дальше не гипотеза, а то, как реально работает система. Простой факт. Посещение обрастает контекстом. Материал уходит по инстанции, формируется дело. Заканчивается это тем самым стуком в дверь в 6 утра. Поводом на этот раз стал один вечер и одно сообщение. А теперь та же история, только вместо Василия в ней умный Сережа. Он знает, как устроена система, тот же сайт, то же сообщение, но через нормальный зарубежный VPN. И вот что видит в этом случае оперативник второй службы. Абонент подключился к VPN, и на этом все. Ни адреса сайта, ни текста сообщения, ни самого факта, что он вообще был на сайте Навального. Российские спецслужбы прекрасно фиксируют сам факт подключения к VPN, да. Я рассказывал об этом в других видео. Но что происходит внутри самого канала, система не видит вообще. Черный ящик посреди прозрачной комнаты. Разница между этими двумя историями достаточно простая. И разница в том, что в одном есть уголовное дело, а в другом его отсутствие. И именно поэтому государству невыгодно просто отключать Россию от глобального интернета. Это дорого и вызовет определенную реакцию, несопоставимую с выгодой. Гораздо выгоднее другое – сделать так, чтобы черных ящиков не осталось вовсе, только прозрачные. Вот тут начинается самое интересное – механизм, который многие видят, но не соединяют в одну картину. С июля 2025 года действует закон, обязывающий все VPN-сервисы регистрироваться в Роскомнадзоре. Формируется официальный реестр разрешенных сервисов, белый список. На сегодня в него уже внесено порядка 75 тысяч IP-адресов. Компании подают свой VPN на проверку через личный кабинет регуляторов. И вот ключевая деталь. По данным коммерсантов, СТЭК и ФСБ утвердили ряд технологических решений на основе российских алгоритмов шифрования. Например, ГОСТ VPN, который уже используется в криптошлюзах Континент и VIPNet, разработанных с российскими компаниями в сфере информационной безопасности. По некоторым данным, в реестр разрешенных уже вошло около 16 IT-компаний, чье оборудование прошло проверку ФСБ и уже работает. По их формулировке на российской криптографии. Так, для банков на сегодняшний день одно из условий попадания в белый список – это установка системы SORM. Это не моя интерпретация, это зафиксированный факт. В перечень включены банки, которые эту систему уже установили. РБК еще в феврале сообщал, что ФСБ ужесточила доступ к белым спискам именно для банков. То есть механизм, который я описываю, не гипотеза о будущем. Для целого сектора экономики он уже работает именно так. Похожая логика распространяется и дальше. То же требование по SORM действует для виртуальных АТС, скоро для хостинг-провайдеров. А теперь соедините эти две вещи. Одно из условий попадания сайта в белый список – ограничение доступа для пользователей с включенным VPN. То есть, если вы пользуетесь VPN, который не входит в реестр, вас начинает отрезать даже от разрешенных легальных ресурсов. Это, по сути, запрет независимого VPN как такового. Это давление в одну сторону. Откажитесь от независимого канала и перейдите на тот, что уже встроен в систему. А встроенный в систему VPN по определению не черный ящик. Он либо интегрирован с SORM, либо не получит одобрения. Значит, конечная цель не VPN запрещен. Конечная цель VPN обязан быть прозрачным для системы. Разница между ними двумя формулировками. Это разница между технической мерой и тотальным контролем. И это не единственный инструмент в этой цепочке. Есть еще один, о котором почти не говорят. Ростелеком подал заявку на включение в реестр российского софта программы Леший Connect. Система для удаленного управления роутерами по всей стране. Официально для технической поддержки. Обновление, устранение неполадок без выезда мастера. К концу этого года половина всех абонентов Ростелекома планирует перевести на роутеры, управляемые этой системой. Формально это разумно, но та же функция позволяет удаленно менять прошивку устройства, отслеживать, подключен ли пользователь к VPN на уровне роутера, а не телефона, и в теории отключать эти настройки без ведома владельца. Это тот же принцип, что и с белым списком. Инфраструктура строится так, что рядовому пользователю все сложнее оставаться вне зоны видимости ФСБ, даже если он ничего не нарушает.
При таком давлении есть закономерный вопрос. А есть ли вообще рабочий выход? Он есть. И я о нем уже писал в социальных сетях и говорил в видео на канале. Еще в мае этого года я писал в своем твиттер про иностранные SIM и eSIM без обязательного курса. Логика та же, что я объяснял выше. Часть трафика при роуминге уходит напрямую на сторону зарубежного оператора, минуя российскую систему фильтрации. Не как еще один VPN, который можно внести или не внести в реестр, а как канал, который физически не заходит в зону действия российского регулирования. Это не абсолютная, конечно же, защита. Я подробно разбирал ограничения в видео про закон об ИМЕЙ. Если устройство уже стояло на учете с российской SIM на ваше имя, оно все равно узнаваемо. Но как канал связи, а не как способ скрыть личность, иностранная SIM и eSIM остаются рабочим инструментом именно потому, что они в принципе не участвуют в игре «Зарегистрируйся или будешь отрезан». В этом их отличие от VPN. И тем не менее у этой стратегии есть реальный предел. Не теория, а то, что уже видно по фактам. Полностью закрыть все независимые каналы государство не может. И не потому, что не хочет. Бизнесу нужен VPN для легальной работы с зарубежными партнерами. Слишком жесткая фильтрация неизбежно бьет и по легитимному трафику, который использует та же банковская система. Наталья Касперская прямо предупреждала, что борьба с VPN бьет по российским банкам. Оборудование фильтрации тоже не всесильно. При перегрузке оно переходит в режим обхода и временно пропускает трафик без проверки. Это техническое ограничение, а не решение регулятора. Значит, реальная стратегия не полный и абсолютный контроль, а постепенное сужение пространства для тех, кто остается вне системы и хочет там быть. Медленно, по частям, под разными предлогами, но именно поэтому это и работает. Каждый отдельный шаг выглядит частным и объяснимым, и только вместе они складываются в единую архитектуру. Я служил в структуре, которая теперь решает, что видит вся страна в интернете. Я не рассказываю это, чтобы вызвать у вас страх ради страха. Я рассказываю это, чтобы вы понимали разницу между тем, что вам объясняют дроны, мошенники, суверенитет, и тем, что реально строится на другом уровне. Система, где остаться защищенным от слежки, становится не вопросом технологии, а вопросом того, разрешили вам эту технологию использовать или нет. Если вы досмотрели до этого момента, вы уже понимаете эту систему точнее, чем большинство тех, кто пишет о ней со стороны. Подпишитесь. Новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите в ленте. И если хотите больше, чем разбор системы, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании. Там я разбираю текущие новости, политику и события со своим мнением без купюр. Там же можно написать мне напрямую с любым вопросом, постараюсь ответить. С вами был Вадим Майоров. Берегите себя. До новых встреч.